Взгляды на службу в армии среди тех, кто принадлежит к уголовному миру, могут различаться и вызывать дискуссии. Чтобы более точно осветить эту тему, давайте разберемся с определениями и различиями между понятиями «мир уголовный» и «мир воровской». Мир уголовный включает в себя различные категории правонарушителей, включая взяточников, алиментщиков и педофилов. Воровской мир, с другой стороны, имеет свои законы и нормы, которые регулируют поведение воров. Важно отметить, что не все, кто принадлежит к уголовному миру, имеют отношение к воровскому миру. Для воров существуют свои законы, в то время как остальные подчиняются понятиям. Для тех, кто стремится стать вором, служба в армии может рассматриваться как препятствие на пути к достижению их цели. Однако исключения встречаются, и есть случаи, когда люди, служившие в армии и принявшие присягу, позднее становятся ворами. Это индивидуальный выбор, который зависит от времени, места и обстоятельств. Служба в армии воспринимается как нечто почетное и заслуживающее уважения для всех остальных категорий людей, не связанных с воровским миром. Воинственность и готовность защищать себя, свою семью и родину считаются доблестными качествами каждого мужчины, даже если он в мирное время занимается другой профессией, такой как торговец или землепашец. Остается вопрос, почему множество заключенных все же соглашаются идти на войну, несмотря на их связи с уголовным миром. Ответ заключается в том, что роль тюремного кодекса сегодня невелика, чтобы отказаться от выгод, которые может принести служба в армии. Многим заключенным служба предоставляет возможность сократить срок наказания, получить дополнительные льготы или даже реабилитироваться в обществе. Для некоторых заключенных служба в армии может стать новым началом, шансом на легализацию и изменение жизни. Важно отметить, что каждый заключенный имеет право самостоятельно принимать решения о своей судьбе и выбирать путь к освобождению. Не существует запретов или предписаний, связанных с участием воровского мира, которые могли бы влиять на решение принять контрактную службу или служить на срочной основе. Сравнивая текущую ситуацию с тем, что произошло во время Второй мировой войны, мы можем обнаружить некоторые сходства и различия. Однако раскол воровского мира, подобный тому, который произошел в советское время, не является вероятным сценарием в настоящее время. Относительно так называемой «сучьей войны» в советском контексте, стоит отметить, что существует множество мифов и заблуждений относительно статуса фронтовиков и их принадлежности к честным ворам или сукам. Глубокое исследование этого вопроса показало, что участники Великой Отечественной войны не были автоматически отнесены к сукам или честным ворам. Воровской мир существовал и на фронте, и за его пределами, и участники войны могли принадлежать как к одной, так и к другой стороне. Основная причина раскола воровского мира в то время была связана с сотрудничеством некоторых с заключенными, которые занимали низшие административные должности, и неприятием этого другими. Однако нельзя утверждать, что война была причиной раскола, или что она имела существенное влияние на воровской мир в целом. В заключение можно сказать, что сегодняшняя служба в армии не вызывает раскола воровского мира и является вариантом, который некоторые заключенные рассматривают как возможность изменить свою жизнь и начать с чистого листа. Решение о службе принимается индивидуально и зависит от личных мотивов и обстоятельств каждого человека. Служба в армии, несмотря на свои потенциальные преимущества, также может вызывать определенные противоречия и вызовы для тех, кто принадлежит к воровскому миру. Некоторые воры могут считать, что служба в армии противоречит их основным принципам и кодексу чести вора. Воровской мир основан на иерархии, доверии и соблюдении своих законов, которые не всегда совпадают с законами и стандартами военной службы. Военная дисциплина, строгие режимы подчинения командам высшего начальства могут противоречить привычному образу жизни вора, где самостоятельность и свобода выбора играют важную роль. Кроме того, служба в армии может ограничивать доступ к многим воровским возможностям, таким как воровство, мошенничество и другие противоправные действия. Ворам приходится приспосабливаться к новой среде,
где соблюдение законов и этических норм становится неотъемлемой частью их службы. Однако, несмотря на эти противоречия, служба в армии может также предоставить вору новые возможности для личного роста и изменения жизни. Военная служба может помочь развить дисциплину, ответственность, командный дух и профессиональные навыки, которые могут быть полезными и после окончания службы. В конечном счете, решение принять или отклонить службу в армии остается индивидуальным выбором каждого вора. Некоторые могут видеть в ней шанс на реабилитацию и новую жизнь, в то время как другие предпочтут оставаться верными своим принципам и кодексу воровского мира. Таким образом, служба в армии и воровской закон могут сталкиваться с противоречиями и вызывать дискуссии. В конечном счете, это зависит от индивидуальных ценностей, убеждений и целей каждого человека, включая тех, кто принадлежит к воровскому миру. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.